Дарабаларон, күндүкөрөчүлөр, бульчуттар. Всем здравствуйте, дорогие охотники. Hello, everyone. Hola, guten tag. Bonjour. Ну, так как у нас сейчас аудитория расширилась, да, по всему миру, вот, записываем традиционное уже для нас видео, итоги года. И, ну, у нас несколько важных событий, да, произошло, которые сегодня обсудим. Также мы собрали вопросы от игроков в нашем канале на Дискорде и постараемся на некоторые из них ответить сегодня. Вот, ну и с чего начинаем? Ну, первая часть будет посвящена, наверное, к тому, как прошел вообще этот год. Да, подытожим, какие результаты были, какая работа была проделана. Мы вот записали новогоднее видео в прошлом году и немножко отдохнули, принялись работать над патчем, которое должно было исправить сглаживание, самое главное. Вот, забегая вперед, отвечу на вопрос про генеративные системы сглаживания. Многие об этом пишут, но, к сожалению, эти штуки нашей игре не подходят, потому что основной геймплей у нас это отслеживание на небе точки размером с 1 пиксель, которая движется очень быстро. И генеративные системы, они просто ее смазывают, так скажем, да, и зато небо будет красивое. Вот. Мы будем дальше отслеживать эти технологии и со временем внедрять их в игру, если как бы они дорастут. Вот. И на тот момент мы пробовали все возможные виды и пришли к мнению, что вот модифицированное сглаживание это лучший вариант для нашего проекта на сегодняшний день. Второе, механика перья. Вот это классная штука. Кстати, идея тоже пришла во время экспедиции. Влад тогда уехал, когда мы охотились на Колыме. Я остался один и в ту ночь вообще один охотился. Ждал, пока моя смена придет. Подстрелил, короче, чернить, она упала за мной, и ветер как раз в спину был, идеальная погода такая. Вот, подстрелил чернить, она где-то упала далеко за мной, посидел немножко, пошел искать. Все, и там вот эта трава такая же, невысокая, например. Ну, что, вот ты гуся там искал же еще. Да, минут 10 бегал. Вот, целого гуся Влад долго искал, там про чернить вообще речи не идет. Все, ищу, не могу найти. В это время, как назло, начинает эти утки садиться к моим чучелам. Я такой стою на них, смотрю и такой, блин, бросить что ли эту утку, потом найти. Вот. И в этот момент мимо меня вот так кинематографично так перышко пролетает. Я такой, я, оказывается, слишком близко искал, то есть она упала гораздо дальше. Все, я там пошел, потом еще одно перо, которое там к камышу приятовалось. Такой, блин, надо вот эту штуку сделать, добавить в нашу игру. Вот, и так появилась эта механика, плюс там куча разных вещей мы добавили, там перья отлетают, когда попадаешь плотно по цели, так можешь понять, как правильно стрелять. Перья на воде, это тоже история из нашей охоты. Подстрелили, остаются. Вот, в общем, интересное было обновление, плюс там куча баг-фиксов, потом 8 бит. В апреле, да, уже? Да. Нужно было выполнить несколько квестов, после выполнения которых у тебя появлялась 8-битная собака, которая либо помогала тебе найти утку, в случае, если ты ее как бы подбил, да, либо смеялась над тобой, если ты не попадал, соответственно. Да, это было прикольное обновление. Вот. Но квест был непростой, я сам тоже не с первого раза его выполнил. Вот. Первая утка, по-моему, самая, которая, она капец быстрая была. Возле этого хатона, по-моему, заброшенного. Я капец долго не мог прицелиться нормально, но потом все дальше уже пошло в норм. Классный ивент был. И в этом году тоже что-нибудь постараемся придумать интересное. Потом у нас, получается, апрельская экспедиция была. Мы впервые поехали охотиться с подсадными утками. Я, честно, не знаю, в других странах есть ли такая практика, но вот у нас в стране сезон, получается, он начинается с того, что ты можешь поехать охотиться с подсадной уткой. Как правило, ты берешь фермерскую какую-то утку, либо там, некоторые охотники сами у себя держат, допустим, да. Берешь, у нее есть специально как эта штука называлась? На лапку-то. Нагавка. Вот. Цепляешь, и все, она сидит, как бы крякает, подманивает уток. Для нас это был первый опыт. Ну да. Вот. В это время еще, как правило, водоемы все замерзшие, то есть надо как-то находить какие-то лужицы и на них там сидеть. Заставить их крякать. Да, они, оказывается, не все утки так просто крякают, да? Но... Это не так работает. Там, разными способами мотивируешь это делать. Вот. Ну и получается, что еще
мы впервые поехали с новой аппаратурой. Фото-видео, получается, у нас... Ну, вот мы за зиму накопили денег, купили аппаратуру новую, хорошую, для того, чтобы делать более качественные снимки, чтобы у нас материал лучше был, да? Да, потому что вот, ну, текстуры фотографировать – это достаточно сложный процесс, потому что ты не всегда в полевых условиях замечаешь какие-то расфокусы, такие моменты. Потом уже, когда мы отсматриваем дома, появляются какие-то артефакты. А эта камера позволяет нам в высоком разрешении и более охватывать там широкий диапазон при фотографировании. Поэтому классные текстуры будут стрелять, да? Да, ну еще многому нужно научиться, я думаю, с этой техникой. Мы еще не весь потенциал ее раскрыли, скажем так. И потенциал подсадных тоже. Да, это точно. Но в этом году же будем пробовать, наверное, да? Да, ну, прикольная охота. Мне до сих пор, когда у нас самка молчала, а селезень за нее отрабатывал всю работу, и он приманил другого селезня. Да, вообще. Утро, такой красивый рассвет. Фотки покажем. Потом, наступает май, уже открытие сезона, официально, да, получается у нас. Кстати, да, вот мы узнали такую особенность, оказывается, в США там весеннего сезона охоты нет, да? Ну, да. На уток. У них осенью в основном, но весной на других птиц там у них сезон есть. Не знаю, в общем, в каждой стране, наверное, свои особенности охоты, и, наверное, на разные птицы тоже кто-то охотится, да? Все-таки биом разный и так далее. Вот, в мае мы уже поехали в полном составе на охоту, да, вот в том составе, в котором мы начинали это все. Вот, но случилось, что Жека в первый же день заболел очень сильно. Да. Лежал с температурой там под 40. Но слава богу, что я с собой взял кучу лекарств необходимых. И получается, все равно Жеку мы на ноги ставили где-то. Мы были сколько? 8 дней, да? Из них 4 я... Да, половину просто там... Получалось так, мы уходим на охоту, перед этим там что-то покушать ему приготовили, оставляем, возвращаемся, и он там лежит в бреду весь с температурой. Для меня это было похоже на телепортацию. Ребята приходят с охоты, поделились новостями, потом куда-то исчезают, через какой-то момент я один лежу, подтопил печку, потом эти люди появились. Еще помню эпизод, когда температура меня накрыла, вы такие приходите, все озера замерзли, а я там стою холодной водой умываюсь, потому что мне жарко. Так, и в мае зато у нас еще получилось отснять второстепенных, так называемых, птиц, которые у нас летают в окружении. Этого нам не хватало. У нас, в принципе, уже большая коллекция записей уток, но вот других птиц мы особо внимания им не уделяли. Вот, и весной мы уделили больше внимания им. И параллельно в мае мы такие подумали, хорошо, сделаем рябчиков, но для охоты на них нам нужны новые патроны. Раз делаем патроны, еще и все ждут пятизарядку. Да, это там прям целая кипа сообщений про пятизарядку. Вот. И мы столкнулись с проблемой. Значит, наша анимационная система была устроена каким образом? Правая рука – это для снаряжения, то есть палку держать, бинокль, ружье и так далее, они были привязаны намертво к этой руке. А левая свободна, чтобы там вы могли подобрать чучело, утку и так далее. То есть свободна для взаимодействия. Вот. Но появилась трудность перезарядить пятизарядку левой рукой, и это смотрелось, просто ужасно, нереалистично. Тем более мы хотели вот механику, то, что можно сменить патроны и так далее. Все, и мы начали, мы ж не боимся трудностей, пошли смотреть, как AAA-студии делают такие анимации. Выяснилось то, что большинством это стоит выбор между ногами и анимацией с двумя руками. Вот. От ног мы, естественно, отказаться не могли, там много механик у нас на это завязаны, и сапоги, и надо не наступить на ветку и так далее. Вот, поэтому мы начали делать свою альтернативную систему. Самым простым вариантом казалось переделать скелет, но тогда пришлось отказаться вообще от всех анимаций, и вы бы точно в 2025 году не увидели это обновление.
Вот. Потом мы нашли решение, это уже, наверное, в середине лета только мы нашли решение, это на система векторов. Получается, у нас в мае месяце, когда вы просили там патч или исправление ошибок, мы уже не могли ничего выпустить, потому что все анимации не работали. И многие анимации, да, нам все равно пришлось переделывать. У нас появилось много процедурной анимации, то есть это нам дает свободу. В будущем она даст свои плоды, вы увидите некоторые крутые анимации. Вот. Тем более у нас появился аниматор настоящий. Вот. Уже не мои корявые анимации. Первую, если перезарядку увидели, то она была в стиле аниме. Просто накидал патронов в ствол. И она была супер быстрая, лишь потому что... Я бы сказал, в стиле Serious M. Что-то такое. Поэтому, собственно, в 2025 году у нас не было много обновлений, потому что вот мы решали фундаментальную проблему, но мы понимали, что ее надо сделать стратегически, потому что в будущем это нам облегчит работу. Вот. И потом, получается, летом... Давайте чуть назад отмотаем время, когда вот мы только начинали этот проект с Жекой. Мы делали все это на свои деньги. То есть вот там на то, что Женя зарабатывал, на там, основной работе я, мы скидывались, грубо говоря, покупали там ассеты, технику, да, вот там компы, там еще что-то. Вот. А потом, когда уже более серьезно начали подходить к этому делу, мы поняли, что нам нужно финансирование. Оплачивать зарплату того же аниматора там, и так далее, да. Все-таки, вот какие-то штуки покупать тоже в валюте, в долларах, все равно дорого. Мы не могли позволить себе это делать там, только на свои деньги, и начали искать финансирование. Вот. И первое, о чем мы подумали, давай попробуем какой-то грант получим, да, государственный, на разработку игры, потому что, слышали, что кто-то получал на это, причем крупные суммы, мы такие, окей, давай тоже пойдем попробуем взять какой-то грант, сделаем там бизнес-план, презентацию покажем, идею нашу и так далее. Но столкнулись с тем, что практически ни одна программа под нас не подходила. Потому что в большинстве случаев это как работает? Тебе могут дать, скажем, 10 миллионов рублей, но у тебя должно быть юрлицо, которое существует уже там год, либо там сколько-то месяцев, и у тебя там должны быть какие-то денежные операции. Я понимаю, для чего это сделано, чтобы ты показал свою финансовую стабильность. Не так, что ты деньги получишь, завтра обанкротил и ушел, да? То есть, с одной стороны, да, это понятно, но с другой, нам это не подходило, так как у нас там было вот одно ИП Жекина и все, на котором там не такие большие транзакции, и у нас самих сумм каких-то не было. А некоторые компании, которые уже там встали на ноги, какие-то игры делали, они могут подаваться на такие программы. Нам это, к сожалению, не подходило. Потом мы пошли, получается, к частным инвесторам, скажем, к разным. Но мы с ними не могли договориться, так как они, наверное, не понимали специфику, на что эти деньги идут и так далее. Они, наверное, думали, что мы их просто себе в карман положим, купим себе там по машине, да, и все, типа такого. Поэтому... По импортному ружью пойдем охотиться. Типа такого. Вот. Тоже не получалось никак срастить эти деньги. Продолжали сами финансировать, да, и, стало уже тяжко. Вот. А потом решение нашлось, грубо говоря, само собой, наверное, да? Так как я являюсь предпринимателем, тоже в сфере IT, но не в геймдеве. У меня есть небольшая своя компания по e-кому, то есть у нас тут своя электронная доска объявлений есть, агрегатор доставки еды и так далее. Компания на самом деле давно работает, с 99 года, но я ее владельцем стал 3 года назад. Эта компания никогда геймдевом не занималась. Вот. Но в целом все-таки это первая IT-компания в Якутии. И я предложил своим коллегам, получается, да, что давайте мы проинвестируем вот эту игру, тем более, что они уже слышали, видели, и откроем издательскую студию сами профинансируем. Вот. И, как-то так вот. С Жекой сели, поговорили, обсудили условия. Они, в принципе, достаточно стандартные для игровой индустрии. Мы велосипед изобретать не стали. Вот. Все согласились и начали, получается, финансировать уже, да. Купили первое оборудование какое-то свое, начали нанимать сотрудников, и работа уже пошла намного лучше, с ускоренными темпами, скажем так, да. И сейчас у нас, слава богу, есть стабильное финансирование на это все, да.
Поэтому в противном случае, я не знаю, там... Да, одна бы локализация, уже бы, как бы мы весь бюджет бы тратили только на локализацию перевести. Перевод на другие языки оказался довольно затратным. Ну, качественный перевод. Мы говорим, надо понимать о том, что переводом занимаются носители языка, то есть, да. Мы, конечно, могли сейчас перевести через ИИшку, да, через искусственный интеллект, скажем, но тогда вы бы заметили там какие-то вещи не очень хорошие. Тем более, что у нас игра такая специфичная, где надо передавать какие-то такие нестандартные вещи. И мы подумали, ну, лучше сделаем качественный перевод и так далее. Поэтому в этом плане у нас, слава богу, все срослось. Наверное, очень хорошо, что я оказался вот тоже айтишником с той стороны, получается, ну, из другой сферы, да, и вот мы получили финансирование таким образом. И, кстати, кто-то в комментариях писал же про это, да? Ну, находили там что-то мою страницу или типа того, что типа вот, оказывается, там он предприниматель, там деньги оттуда идут, но это не с самого начала так было. Это уже потом как-то. Изначально мы вот просто сами это делали, это наш такой был как авторский проект. Авторский, да, независимый. Вот. Но в итоге мы относительную независимость сохранили, получили финансирование, и все, слава богу, хорошо. Осенний сезон вообще начинается у нас с августа, и начали заниматься баллистикой. Ну, во-первых, создавать модели оружия тоже затратная вещь. Мы наняли специалиста, который именно занимается оружием, поэтому модели оружия стали гораздо качественнее. Вот. И если у нас баллистика дробей была сделана хорошо, вот, но у нас не было дульных сужений, других номеров дроби и так далее. Вот. Поэтому мы занялись этим. В первую очередь мы переделали саму базу данных, потому что раньше патроны были просто циферками как бы на экране и ничего за собой не несли, кроме как количества патронов. Вот сейчас у них появились там собственные характеристики, некоторые могут давать осечку, стабильность боя, размер дроби, то есть они начали иметь свою массу и так далее. Для этого мы выехали в поле, разбили целый палаточный городок, полигон, целый полигон устроили. Ну, все безопасно сделали, там где горка, там и все такое. И, ну, купили, получается, специальные мишени, ну, вот разные дроби, и начали отстрел, получается, из разных чоков, соответственно, да? Ну, из разных ружей с разными дульными сужениями, да? И на разной дистанции. И на разных дистанциях. Так, 9 метров. Отходим дальше. Результаты есть? Нет. Что-то дальше ошибку пишет. Интересно, из-за чего? Что, не могу на доску настичь, что ли? Давай рулеткой. Мы потом напишем, где купили этот дальнометр. Есть. Вот здесь вот. Так, давай один колышек вот сюда. Третья дистанция сколько, говоришь, 70, да? 75. 75. 50, так-то уже далековато. Вам не кажется? Нет, 75-то не для того, чтобы попасть в утку с этого расстояния, а для того, чтобы узнать, какой будет разброс на такой дистанции. На другие цели. Угу, так, первая мишень. Стреляем как? Сначала с Серегиного, да, ружья? Ага. Немного тяжко отстреливать столько патронов в пустую мишень, в пустую. Ну, ладно, в утку. Выходи. Это у нас чукурдахский тир. Кстати, да, это вот подледная рыбалка у нас зимняя. Ее особенность в том, что рыба ловится в очень такую низкую температуру, типа минус 40, минус 50. Достаешь ее из лунки,
и получается шоковая заморозка. То есть рыба почти мгновенно замораживается, и потом из нее делается наше блюдо традиционное, да? Это строганина. Так, на чем мы остановились? Как жарко. Пауза на строганину. Да. Так, продолжаем. Что у нас там было? Так, мы про август, стрельбище, отстреляли, Поохотились. поохотились. А как мы в августе, кстати, охотились? Что там было? Охотились, по классике, ходовая охота была. Угу. С GoPro пытались подружиться. Не подружились. Это моя. Вот тут твоя где-то. Или наоборот, я не знаю. Или наоборот, я не знаю. Либо. Я говорю, опять не снял. Она куда-то улетела, GoPro с моей головы. Вот, потом, я занимался уже непосредственно игрой. Мы выпустили тизер небольшой с демонстрацией нового оружия и охоты на рябчиков. Вот, но у нас много комментариев было и личных сообщений, что окрас рябчика не соответствует. Вот, и Влад отправился еще в одну экспедицию, чтобы именно добыть осеннего рябчика, чтобы мы могли свериться. Потому что наш рябчик, по которому мы делали, он был добыт зимой. В последний день, мы на 3 дня, получается, ездили с Серегой. А добыли именно в последний день. Вот. Снег, помню, прям очень сильно в большом количестве выпал. И этот номанок приманился, получается. Мы его добыли. Хороший экземпляр такой. И, соответственно, мы его привезли, Жека отфотал. Подготовка к релизу. Мы хотели вообще игру релизнуть изначально в сентябре. Примерно же, да? В конце сентября. Это я так сказал. Жек сказал, сомнительно, окей, типа. Да, предполагая объем работ. Мы много чего переделали вообще в игре. Взаимодействие с интерактивными объектами. Базу данных переделали, чтобы можно было таскать большое количество патронов, они могли храниться, и при этом они имели свою уникальную характеристику. Поработали над ИИ, чтобы рябчики летали как надо. Это все надо было охотиться в игре, сверять это с нашими ощущениями, с нашим опытом охоты. В целом еще локализация отняла большое Локализация, да, долго все-таки делалась. Нашли пока контрагента, подписались, там проверку сделали и так далее. И финальный вид одежды, ружей и всего остального. И возможность играть в осенней локации, чтобы система генерации погоды у нас работала правильно. У нас, кстати, проблема же в том, чтобы не просто сгенерировать погоду, она у нас генерируется из разных факторов, типа направления, сила ветра, влажность и так далее. А у нас проблема предсказать эту погоду, когда вы отправляетесь на охоту. И мы добились прогнозирования где-то выше 70%. И я думаю, это в принципе совпадает с реальными прогнозами, когда ты смотришь.
Вот. Поэтому, ну вот, гроза появилась, эти факторы. Кстати, вот забегая вперед, вот всякие погодные штуки с замерзанием, то, что у вас погода портится, они сыграют существенную роль в режиме контракты. Об этом мы чуть позже расскажем подробнее. Вот. Ну и... Мы сильно опоздали, на самом деле. Да. Да, мы опоздали. Мы хотели релизнуть до конца года. Вот, получается, на Steam, Epic Games. Ну и, соответственно, вот финальную обнову тоже на ВК этот Play выложить. Но мы опоздали, и под конец года уже вот прям в притирку, там, в 20-х числа декабря, там, 26-го, по-моему, я не помню, мы отправили игру на модерацию на Steam. Но там, получается, шла новогодняя распродажа и так далее. Я не знаю, по какой причине. Ну, это наш первый опыт все-таки. Надеюсь, игроки нас поймут. Epic Games чуть раньше вышла. 30-го, да? Да. По-моему, 30 декабря она вышла. Steam вышел, к сожалению, после Нового года, 6 января. Мы, получается, прошли проверку и вот уже опубликовали. Мы смотрели все сообщения, которые писали в Дискорде. Ну, вот спасибо все-таки за понимание, да. В принципе, что дождались. Ну, вот как-то так у нас. Чуть-чуть смазанный получился релиз. Ну, в целом, как бы... В целом все, ну, главное, тепло встретили нашу игру. Да, это самое главное. Мы увидели, мы смотрим отзывы, читаем, что вы пишете. В Дискорде тоже читаем постоянно на площадках. Вот это для нас очень важно. Ну, и такие отзывы, они все-таки игру продвигают выше, да. Вот. Плюс мы смотрим, на что игроки обращают внимание. Это вот тоже мы сегодня обсудим. Выписали самое главное. Ну, первый наш релиз нашей первой игры состоялся на международных площадках. Мы этому очень рады, мы к этому долго шли. И в какой-то момент даже сложно было поверить в это, что, ну, ничего себе, в нашу игру играют по всему миру люди. Ну да. Соответственно, очень разные, на разных языках пишут, записывают там стримы. Вот, это очень круто. Ну, мы рады. И отдельная история, что касаемо нашей песни, кстати, как это было, как происходило. В общем, эту песню мы написали сильно заранее. Это еще в 2024, да, 2024 году мы написали. В 2024 осенью здесь же. Вот тут же мы сидели. Тут еще обстановка другая. Мы потом тут ремонт делали, это наш летний домик. Да. Задача же какая была? Короче, такие... Так, надо Сореллу. Сорелл — это автор песни в главном меню. Вот мелодия, которая на гитаре играется, вот это его сочинение, он сам играл. Вот, подошли с просьбой, чтобы он сделал вот это, как в нашем первом тизере, как это называется, горловое пение? Да. Вот. И он говорит, а круто было бы, если бы я не просто как бы делал что-нибудь, при этом слова какие-то говорит. Сейчас мы быстренько напишем. В итоге за этот вечер мы написали 4 строчки, еле как выдали. Я помню, как мы пытались это такие... Сейчас быстро накидаем всю песню и нормально потом мелодию и так далее. Но в итоге, да, 4 строчки. Но остальную часть мы уже писали непосредственно в наших экспедициях, находясь вот на самой природе, там, не знаю, вечером у костра или в засидке, пока сидишь, мерзнешь, вот ждешь утра. Если вы творческий человек, это лучшее занятие, которое можно придумать себе, оказывается, в засидке. Вообще, изначально же такой, ну ладно, в этот вечер не получилось, я приду там, сейчас в офисе, я накидаю уже, где нет смеха, угара, там, все, посижу серьезно, подумайте. Нет, вообще ничего не шло. Вот. А да, сидя в засидке, как раз созерцая природу, испытывая те приключения, которые там мы попадали. Вот частично у Влада на земле написал вот эти первую часть песни, да, а вторую на Колыме. На Колыме, да, уже. Вот потом, ну, мы понимали, что мы сами ее исполнить-то не сможем, мы такие себе певцы, лучше вам это никогда не слышать. Вот. В итоге нашли очень талантливого музыканта, мы слышали его раньше песни, связались с ним, оказалось, у нас общие знакомые есть, предложили вот такую идею, показали ему текст, сказали, ну, хотим так-то, так-то. Вот. В итоге несколько правок сделали и получили вот финальную версию нашей песни, а потом уже под песню мы начинали придумывать сценарий к, соответственно, нашему клипу, который вот мы выложили вместе вот с релизом игры на Steam как раз-таки. Вот это наша, надеемся, не последняя песня. Да, уже есть идеи, наброски текста. Итак, мы ненадолго переместились в всеми вам знакомую студию.
потому что, когда Влад отошел, чтобы подтопить печь, камера, оказывается, ушла в расфокус. И это заметили только на монтаже. Мы обсуждали очень важные темы. Это Байонай версии 1.3 и собаку. Поэтому сейчас я перезаписываю это видео. Начнем, пожалуй, с Байонай. Как вы заметили, в обновлении осень мы не меняли версию Байонай. Однако мы дали ему больше свободы, так сказать, развязали руки, и вы, наверное, сами почувствовали, как природа задышала с новым обновлением. Но внимательные зрители, которые смотрели трейлер, наверное, заметили небольшую ремарку, что при съемках использовалась еще и дополнительная версия 1.3 Байоная. Она у нас закрытая, но в ней много разных улучшений. В основном это коснулось поведения нырковых уток. Они более стали сегрегированы от речных уток обычных, и они начали больше понимать пространство при полете, то есть их координация в стае. Вот также улучшились поведение подранков. Они стали действовать более естественно, осознанно, более хитрее, возможно. Вот. И также изменения коснулись второстепенные птицы, которые у нас есть на локации. Тогда возникает, наверное, у вас вопрос, почему мы не публикуем версию 1.3? Дело в том, что да, он стал круче, искусственный интеллект стал более естественным, однако выросли и его аппетиты. И тому виной не просто оптимизация его, а в недостатке различных модулей. Я выделяю 3 основных модуля. Это модуль концентрации, модуль делегирования и модуль ресурсов. Обо всем максимально коротко я постараюсь объяснить простыми словами. Первый модуль, который мы обсудим, это модуль делегирования. Что это такое? Похожую систему вы, наверное, могли наблюдать в игре RDR, когда свидетелем убийства становились там другие NPC, вот, но у нас это устроено немножко по-другому. Вы могли уже видеть эту технологию в нашей игре, как мы вообще действуем. Да? Мы обычно берем второстепенных птиц, к примеру, там у нас были воробьи, которые научились приземляться на ветки деревьев, а потом эта технология мигрировала для реализации рябчиков. Вот. И по похожему сценарию у нас есть на уровне чайки, которые могут охотиться на рыб. Они зависают на месте, ныряют за рыбкой, и если чайка поймала эту рыбку, другие могут увидеть то, что она поймала рыбку, и начать ее преследовать в попытке отнять эту рыбку у нее. Такое поведение мы вообще часто наблюдали, когда охотились, что чайки так делают, и поэтому решили попробовать это воссоздать в игре. В целом мы так часто переносим свои наблюдения в игру. Например, то же самое передвижение раненых уток по суше, оно тоже там взято было из наших наблюдений собственных. Видел? Бегом. Вы как идете? Мы сейчас вот эту лужу чекнем, потом там по дороге и туда. Ну я вот по этой дороге сюда пойду. До малого, да? Ну. Тактика сработала на отлично. Прокидывай.
сели рядом. Я такой, так, выхожу к ним, короче, они такие, как? На вас я такой стою, жду, бах, ладно, все, можно идти. Так, следующий модуль – это модуль концентрации. Сейчас, когда, допустим, на утку она находится в критической ситуации, наваливается большое количество различных задач. Предположим, что вы ее ранили, а она плывет по озеру, да, ей нужно как можно скорее нырнуть, у нее там заканчивается кислород, да, при этом она может быть голодной, уставшей, она пытается выяснить, где находится охотник, а еще она может пытаться выяснить, где ее там собратья, что с ними случилось, там, получится ли присоединиться к стае и так далее. И эти задачи, они отнимаются в главенстве друг над другом, так скажем, да. И поэтому могут возникать странные поведения утки на данный момент. Например, бывают случаи, когда утка не может решить, там, ей спрятаться или нырнуть в воду, да, и она как бы может метаться из стороны в сторону, и такое бывает. И, в общем, модуль концентрации, он должен снять нагрузки с утки, вот, и он выступает в роли некого диспетчера задач, да, и он должен сортировать задачи по приоритетам и откладывать ненужные в данный момент и сконцентрироваться на вычислениях основных задач. Так мы хотим добиться более естественного поведения в критические ситуации, ну и плюс мы сможем разнообразить поведение, добавив еще больше задач уткам. Также помощь этой системе приходит система ресурсов. Что это такое? Если, в пример, мы возьмем ту же самую раненую утку, которая плавает в воде, сейчас они ныряют очень быстро и резко. Да? Почему это происходит? Потому что ИИ высчитал то, что гораздо эффективнее для выживания то, что он быстро схватит воздух, не отдышавшись, и нырнет обратно. И при этом, да, проплывет небольшое расстояние, но так он выживает гораздо чаще. Вот. И да, она может со временем устать, и она будет нырять более вяло и так далее. Мы считаем, что этого недостаточно для достоверной симуляции поведения, и теперь с этим модулем утки должны принимать решения, отталкиваясь от ресурсов, которые они обладают. И если, к примеру, там, правая лапа ранена, она ныряет чуть хуже. Да? От этого меняется ее тактика. Также примером может служить морская чернить. Иногда, когда вы раните, морская чернить начинает плыть просто прямо на берег. Почему это происходит? Потому что у нее пробита легкая, и ей ничего не остается больше, чем просто попытаться доплыть до берега, и, возможно, ее не заметит. Однако модуль ресурсов должен разнообразить это поведение, то есть вот у нее ранена легкая, значит, она будет действовать немножко с другой тактикой, чтобы выжить. Или, к примеру, там утка может ослабевать по мере потери крови и так далее. Да? То есть задача не сделать суперискусственный интеллект, который будет там мастерски от вас прятаться, уходить, и игра станет еще сложнее. Нет, мы хотим добиться еще более естественного поведения. Вот, то есть конечная цель у нас такая. И давайте, наконец, обсудим собаку. К сожалению, в прошлом году она не получила должного внимания, потому что мы были сконцентрированы на других задачах. Вот. Теперь в этом году мы хотим, чтобы собака для нас стала приоритетной задачей, и основной упор будем делать в разработку именно собаки. Мы уже общались с заводчиками, мы уже тестировали разные наработки по ИИ на нашей локации, однако нам предстоит еще решить множество вопросов, и как с геймплейной точки зрения, так и технических вопросов, там, как она будет передвигаться по локации, как утки должны реагировать на собаку, какие задачи она должна выполнять, как будет происходить ее взаимодействие с ней там, и так далее. В этом году мы постараемся какие-то наработки публиковать. Да? Раньше мы по собаке вообще ничего не публиковали, потому что иначе бы люди думали, то, что вот-вот, и она уже выйдет. Заранее сообщу, то, что если мы публикуем какие-то сейчас наработки по собаке, это не значит, то, что она в ближайшее время выйдет. Просто мы будем показывать, чего мы добились на данном этапе. В принципе, у нас выросло доверие к комьюнити, и думаю, многие хотят ее как можно быстрее, потому что прям люди пишут: верните хотя бы пиксельную собаку. И мы понимаем, что да,
есть боль у игроков, как найти уток. Я думаю, мы не будем прямо доводить собаку до идеала и тратить еще там год или сколько-то на ее разработку. То есть, когда мы достигнем какого-то определенного уровня, мы ее опубликуем. И со временем, наверное, будем улучшать ее, опираясь на ваше мнение и отзывы. Что вообще стоит ждать от собаки? Да, конечно, она будет выполнять все те вещи, которые вы от нее ждете. Это поиск дичи, битой в траве первоочередно, приносить вам эту дичь. И в целом мы надеемся, что он станет не просто каким-то роботом, компаньоном, а станет вашим верным другом на охоте. Переходим к, получается, вторая часть, да, планы какие у нас еще? Куда поедем? Ага. В общем, ранее мы ездили, ну вот если вы посмотрите, прогуглите карту Якутии, она очень большая, да, у нас очень много регионов, тут мы охотились сначала в центральных районах, потом поехали вот к Джеке на север, получается, там много чего тоже посмотрели, собрали. И в этом году мы тоже хотим сменить локацию, хотим поехать в новые улусы, в которых мы раньше не были. У нас появились там друзья, знакомые, которые нас приглашают, поэтому хотим поездить по улусам, да. Вот, ну и, конечно, в будущем нам хотелось бы, в принципе, за пределами нашей страны где-нибудь поохотиться. Мне кажется, это будет круто, новый какой-то опыт, да. И, может, мы куда-то съездим, посмотрим на охоту где-то за границей и попробуем что-то такое воссоздать. Но это тоже наши мечты такие. Сильно вперед забегать не будем, но было бы круто, я думаю. Согласен. Потому что сейчас, да, мы концентрированы на охоте в Якутии, но нам самим даже интересно посмотреть, как это устроено в других регионах, чем отличается. Ну, вот есть те виды, там, типа вальдшнепа, вроде он есть в Якутии, ну, знакомых, которых там на них охотятся, вообще не знаю. Фазан тоже там и так далее. И вот в нашем канале в Дискорде, там у нас есть ветка такая, истории с охоты, мы видим, как вы отправляете фотки свои, ну, вот, как вы охотитесь, и тоже смотришь, ну, совершенно другая природа, Да. птицы какие-то другие. Это очень круто, интересно. Вот. И нам тоже хотелось бы как-нибудь самим тоже съездить, посмотреть, поучаствовать. Совершенно верно. Так, ну и тут мы собрали вопросы, которые часто аудитория нам задает с разных площадок. Первое. Это будут ли DLC, спрашивают. Вот, мы хотели бы для начала закончить нашу основную версию, довести ее до ума, то, что вот мы изначально планировали, да, в ней видеть, чтобы у нас, получается, в основной версии должно быть несколько видов карт, да, вот про это тоже там спрашивали, собака должна быть, получается, ну и так далее. Вот, мы сами тоже играем в разные игры, и нам не хотелось бы, чтобы DLC люди покупали, и в ней было там условно 2 новых ружья и что-то еще, да. Хотелось бы, чтобы DLC давали игрокам что-то существенно новое и интересное. Поэтому сейчас мы закончим, ну не сейчас, закончим работу над основной игрой, потом уже будем DLC делать. DLC, конечно, мы будем делать, но вот хотелось бы, чтобы вы понимали ход наших мыслей. И как раз-таки экспедиции в другие места этому поспособствует, Ну да, я думаю. да. Ага. Так, что у нас дальше? Другая дичь. Ага. Спрашивают, будет ли в игре другая дичь какая-то. Смотрите, пока что мы хотим специализироваться на птицах, да, потому что видов этих птиц еще много разных регионов и так далее, вот как мы уже проговорили, да. Хотелось бы, ну, на этом специализироваться, потому что, ну, у нас видение такое. Охота на крупную дичь, такие игры, в принципе, уже есть, и они как бы со своей задачей, в принципе, справляются, мы считаем. Мы там ничего нового вам не сможем, наверное, дать, как нам сейчас кажется. Не сможем сделать какую-то... Ну, это не так работает, что мы просто добавили там оленя в игру, поменяли оружие, и все, типа, вот, круто, играйте. Хотелось бы, если делать, то внести что-то новое, получается. Ну, про птиц нам кажется, что у нас вроде неплохо получается, пока будем в этом направлении идти. Вот. Про карты мы уже сказали, да, разные карты у нас будут, и чтобы условно вам получить доступ к новой карте, вам надо будет, чтобы у вас был ваш IRS, ну вот рейтинг, он чтобы
позволял туда пройти, и надо будет купить условно лицензию. Ну, как? Да, Ну да, пропуск, лицензию грубо на говоря. охотугодие. За внутриигровые деньги. Да, не настоящие. Не настоящие, да. Так, а еще спрашивают, будут ли внутриигровые покупки. Вообще, я думаю, что люди за столько лет, когда вот привыкли, в общем, то, что надо, можно покупать, есть такая опция, да, вот за реальные деньги купить там и так далее. Но мы такую опцию не рассматриваем сейчас. У нас есть другой вариант, который мы про это расскажем, да? В конце. Ну так, нет. Что еще там? Чучела. Ну, вообще, в принципе, по однопользовательской игре что там покупать? Как бы. Ну, внутри игры, да, это тупо же. Ну, DLC покупать, окей, я понимаю. Условно, в том же там Ведьмаке. Ты купил DLC, каменные сердца, кровь и вино. Классные дополнения, за них не жалко заплатить. Круто все. Новый контент, новые миссии там и так далее. Ну, за такое заплатить можно. А так, как бы, мне кажется, это тупо. Согласен. Так, чучела. Так, тут вопрос фундаментальный. Во-первых, это и вопросы в ЛС, как охотиться с чучелами, и мы видим видео, как люди неправильно охотятся с чучелами. Просто там берут, раскидывают там возле берега там парочку чучел, поставили засидку и сидят, ждут. И они такие, почему к нам утки не прилетают? В общем, что нужно знать про нашу игру? Игра никак не учитывает ваше местоположение. Вы бросили ли вы чучела, играете ли вы на духовом манке, поставили ли засидку. Неважно. Игра специально вам уток туда не отправляет. Да. То есть не будет такого, что как в других играх, условно, весь игровой мир к вам притягивается. Ну да, они как магнит срабатывает, они Да. вокруг спавнятся, такого не будет. Я вам расскажу доходчиво на примере, допустим, как устроен ИИ в игре, например, допустим, селезня кряквы. Да? Когда утка, вот у вас загрузка игры идет, в это время утки появляются в мире. Первое, что происходит, это наполнение данными. Мы называем это наполнение характером. В это время, к примеру, есть разные значения, например, там, привязанность там, к стае своей, там, текущий уровень голода, усталости, уровень любопытства, например. Это решающий фактор, насколько легко будет его приманить. И мы имитируем то, что он там сталкивался с охотником или не сталкивался до этого. И это все как бы сказывается на реиграбельности. То есть утки как бы те же самые, но разные индивидуумы ведут себя немножко по-разному. Вот. И, к примеру, если мы возьмем там селезня, который одинокий, появился не в стае, сам по себе, скажем, у него небольшое чувство голода, он там поел, вот, и Баянай наш и начинает его подталкивать, говорит, а надо бы тебе найти пару себе. Вот, мы называем эту систему не задачами, а мотиваторами, то есть он легко подталкивает его выполнить какое-то действие. Вот, и чтобы найти эту самку, он заранее не знает, где они обитают, этой информации у них нет. И он начинает летать по озерам, ищет эту самку, тут услышал, там, как она его подзывает. Вот, он там подсел к ней, какие-то брачные игры небольшие. У нас самки добрые, они активно знакомятся. В принципе, если она не состоит в отношениях, она принимает его ухаживание. Дальше они начинают, скажем, активный период начался, вечер, да, и они такие, надо бы нам собратьев своих найти, сбиться в стаю, чтобы дальше полететь по зоне миграции. И они начинают летать, искать стаи, пролетая, например, увидели 2 селезней, они там крякают, но они им не интересны, летят дальше, и потом слышат, как утки кормятся. Да? Они такие, раз поменяли траекторию, видят, что сидит большая стая уток, они выбрали траекторию посадки, приземляются, и тут бац, и выстрел, и темно. А это, оказывается, была не стая уток, а стояли чучела. И звук кормежки, это, оказывается, вы его обманули, играя на духовом манке. Примерно с точки зрения ИИ, вот так это и происходит. Или
другой сценарий. Они начинают, услышали звук кормежки, подлетают, а в это время наш доблестный охотник прыгает, там, на месте бегает, по берегу, там, да, или начинает на манке играть и там ошибается. Они такие, о, блин, это оказывается не то, что мы ожидали. Тут ваша ложь раскрыта, да? Да, вас заметили. И они начинают улетать, соответственно. Вот это так у нас устроено в игре. И поэтому, когда вы раскидываете чучела по берегу, просто сели, крякать, о, это не работает. Ну, это так и не работает. Действительно, в реальной охоте все, вот так устроено. Так вот, как действовать тогда новичку? Прежде всего, понаблюдайте, вообще приземляются на этом озере такие утки, там, если вы находитесь на кряк, вы там сидели, вы видели, что там стая садится? Если видели, окей, это уже хороший знак. Потом позаботьтесь о количестве. Если там вы бросили пару штук, большой стаи это, интереса никакого нет приземлиться туда. Вот, поэтому чем больше, на самом деле, тем лучше. Вот, позаботьтесь так, чтобы их было видно издалека, то есть о глубине. Понятно, там есть чирок, если вы там его бросите там, на центр озера, мы это подрегулировали длиной оснастки. То есть он будет клевать головой вниз, это сообщает о том, что в такой глубине черки не водятся, и в его поведение не входит там сесть центр большого озера, они так не делают. Да. Вот, и поэтому поставьте по длине оснастки максимально на видное место, большое количество, а дальше уже всякие схемы, как ставить и так далее, это для опытных охотников. Они нужны для того, чтобы утки приземлялись в выгодную ему позицию, чтобы он там чучела не задел там, или слишком далеко куда-то там не сели и так далее. Вот. Так что подспорье такое, большое количество, на видное место и на то озеро, где они летают. И все, и будет вам счастье. Да? Можно пробовать разные схемы. Кто-то, допустим, манки выстраивает так коридором, кто-то галочкой там, и так далее. Вот. Про это тоже много информации, на самом деле. Да, посмотрите реальную охоту, если у вас собственного опыта нету. На Ютубе есть куча роликов, там, как охотники расставляют чучела. Попробуйте, проверьте, насколько это работает. Вот на самом деле алгоритм LPI это, наверное, вообще такая гордость. Это она самая проработанная штука, в которой нам уже не хочется ничего менять. То есть она уже работает отлично. Вот, поэтому пробуйте как в жизни, и я думаю, у вас все получится. Да, у нас спрашивали, будут ли ачивки в Steam и облачное сохранение. Если коротко, то да. Да, мы будем изучать API Steam, посвятим отдельное время на это, выделим. Вот. Ачивки будут, наверное, формироваться там по мере нашей фантазии, да? Ну да. То есть... У нас есть идеи, мы там записывали же. Вот. Сделаем, да, конечно. Мы хотим, просто это было не первостепенной задачей нашей. Еще вопрос. Короче, много мне пишут людей, то что типа, с ростом репутации уток становится больше. Типа. Нет. Просто вы лучше играете. Да. Вы понимаете мир, как он устроен. Мы тоже смотрим там стримы разные, да, и там некоторые ребята заходят, начинают прыгать тоже, там бегать и так далее, ничего не получается, а потом они такие, надо, оказывается, на том озере хорошо сидят, крякают, там пойду, с той стороны зайду, бинокль там подкрался и так далее, вот, и тогда у них уже классный контент. Там. А бывает еще наоборот, то есть он заходит и прям ему везет там утки за уткой, стая за стаей, думаешь, ого. Да. Там я видел стрим один, там чувак, получается, подбил уток 2, пока их доставал еще стая, он там бам-бам, они там упали, и ему уже надо ходить, их собирать, он забыл, кто где лежит, вот, и он такой, уток много, а кто-то ему в комменты пишет, там, допустим, в чатике, что вот у меня такого не было, что-то ты намашнил, там, себе начитерил, да, и так далее, такого нет. Вообще у нас в якутском языке есть слово «байнайдах», это значит бог охоты, ему прямо как помогает. Благословил его, грубо говоря. Так, что дальше? Любимое место? Тут есть интересные вопросы личного характера. Любимое место на малых карасях у тебя? У меня, в последнее время, я бы сказал, это озеро слева, которое большое, с морской чернью. Вот. Мне, в последнее время я там больше времени провожу. Мне нравится. Вообще лодка у нас офигенная. У нас очень крутая лодка, я такого нигде не видел. И мне нравится на этой лодке сейчас плавать и добывать уток на этом большом озере. Раньше было у меня справа, которая выходишь с избушки туда,
справа идешь. Через лес. Через лес. Вот, а сейчас вот это слева. Вот это, кстати, озеро осенью вообще тоже классно стало, когда вот лед себе растаял. Вот. У меня весной, если вот выйти прямо с карты, да, и там вот есть сток сена, вот этот заборчик, где лодка лежит, и вот это длинное озеро. Оно тоже хорошее. Оно хорошее тем, что там есть вот как бы два полуострова, которые друг к другу, и там мелководье, я там ставлю вот чучела на черков, вот, и где глубоко, я ставлю там чучела на других уток. И все, и там на пролете вообще, кайфово. Вот. В осенний я вообще не ставлю чучела, и не хожу, и не ходовая охота. Я сейчас охочусь именно вот пролетающих уток. Я иду на болото, вот где дальнее большое озеро, там стою и прям жду. Из-за того, что вот сейчас добавили вот систему всплесков. Ну классно падают вообще. Вот, из-за этого я хочу прям услышать этот звук. Я такой, я жду, ну-ка, повыше летите, чтобы они шмякнулись. Вот, я думаю, многим понравилось. Сейчас осенью в лесу прикольно ходить на рябчиков тоже. Мне понравилось. Да, спрей от комаров, забегая вперед, будет спрей от комаров, да, мы его добавим по-любому. И еще ваш сетап по снаряжению. Вопрос. Давай ты сначала. Так, во-первых, я не ношу болотники, мне нравятся короткие сапоги, потому что в них он более бодро передвигается. На весенней охоте я обычно ношу просто вот эту куртку новую, которая стоит немного, там она стоит 7 тысяч, 7, да. 8, вот. Fox Forest. Хорошая куртка, теплая, в принципе, для этого климата хорошая. И иногда я таскаю в рюкзаке просто что-то, естественно, совсем жарко стало, я переодеваюсь и хожу так. Вот. Как-то так. А в осенней на рябчиков я вот хотой, которая оранжевая. Темная такая, да? Мне оранжевый нравится в лесу. Прям, мне кажется, он лучше как-то маскирует в лесу именно по ощущениям. А ружье какое у тебя любимое? По ружьям. Весной, да, пятизарядочка радует, но если я как бы на рябчиков иду, я беру вот эту одностволку, у него спрей большой, дульное сужение, такой цилиндр, и прям хорошо попадать. У меня, как бы, у Влада тактика там их приманивать, да, на открытую местность. Вот, есть такая тема. То есть ты выходишь в открытую местность, приманиваешь, выманиваешь их из чащи и стреляешь. А я просто как бы как маньяк иду с ружьем и ловлю их на ошибки. То есть они там залетают на тебя. У меня так хуже получается. Вот, мой сетап, я тоже болотники не ношу, как и в реальной жизни на охоте. И вообще, я их ни разу не носил, по-моему. Да. Серега у нас же обычно, он говорит, иди доставай. Вот, а так нет. По курткам тоже вот мне нравится вот этот вот хотой. И так, что еще? По патронам я с 4 хожу обычно. Типа, я не знаю, для меня почему-то это универсально. Пятизарядка круто, но как-то начинаешь стрелять чуть небрежно, что ли. Есть такое. Да, как и в реальной охоте тоже там. Ты такой, у меня еще есть патрон, блин, уже один остался, типа. Вот, поэтому двухстволка, вертикалка. Вот, мы еще потом горизонталку добавим, я думаю, оно будет у меня любимое. Вот, потому что я начинал охотиться вот с горизонталки. Давай такую добавим, как у меня была. Добавим. Вот, классное ружье было. Еще выше сделай-ка. Короче, один вопрос, ребят, который вы задавали. Product placement. Вообще реальные бренды оружий, одежды там и так далее в игре. Сейчас у нас в игре есть замечательные наши духовые манки канат. Их, получается, делает парень из Якутии, Вася его зовут, и мы сами как бы пользуемся этими манками. Да. Вот это первый product placement, который у нас появился в игре. Вот. Что касается там производителей, скажем, более известных, крупных, там, федеральных, международных, мы вначале писали им, некоторым с ними даже вели какие-то переговоры, да. Но вы поймите, мы инди-разрабы, это наша первая игра, которая вот только-только сейчас вышла, да, у нас на площадке начинают сейчас установки какие-то, там отзывы получать, там обзоры. А в тот момент, когда мы это делали, о нас вообще никто не знал. Вы вообще кто такие? Что вам от нас надо? Они там наши письма, наверное, в спам уходили, там некоторые, они даже их не читали, думали, что это рекламная рассылка какая-то или мошенники. Да. Вот. В целом мы как бы за такое сотрудничество взаимовыгодное. Нам кажется, это будет прикольно, потому что не с точки зрения, наверное, коммерческой какой-то, а с точки зрения погружения игрока
больше, да, что вот он может в игре купить там ружье, которое у него действительно есть, да, и вот сравнить. Ну, классно же. Или там одежда, которая у него реально есть, там, ну, вот всякое такое, комаринка, которой он пользуется, я не знаю, все такое. Да, мы будем писать сейчас разным производителям, посмотрим, если захотят, мы добавим их в игру. Вы тоже можете писать производителям. Если Можете толпой, да, их там тегать где-нибудь, я не знаю. Ну, давай сверху пойдем. По игре. Короче, да, нам отправили идеи по тому, как можно улучшить игру. И первое — это замедление времени. Вы хотите, как в этом, что было? Макс Пейн, да? Так у нас частично в пари это есть. Ну да, вы попробуйте в пари. Есть миссии, там, условно, сбить утку на лету и так далее. И там, если вы попадаете, то там будет прикольное слово. Да. Ну а так, чтобы замедлять время, вот это... Нет, мы этого делать не будем, ребят, сорян. Так, для упрощения игры и реализма. GPS или возможность брать с собой карту или компас. Что скажешь? Так, первое. Хочется, чтобы игрок мог ориентироваться по существующему окружению. Потому что на охоте обычно ты так заприметил расположение каких-то деревьев, форму озера какого-нибудь и так далее. Почему мы не хотим добавлять GPS и карту? Потому что люди, в основном в играх, они только начинают смотреть на эту карту, не обращая внимания ни на какое окружение остальное. Поэтому вы будете вынуждены быть внимательным и действовать аккуратно, осознанно, потому что у вас нет другого варианта вернуться назад. Ну и вообще, я думаю, ребят, вы это все пишете, потому что вы только начинаете играть в эту игру. Если вы несколько раз поиграете, вы поймете, что у нас карта-то не такая большая. И там есть такие маркеры, которые мы расставили по карте. Скажем, тот же трактор, да, вот заброшенный там, либо домики какие-то старые. Потом вы научитесь ориентироваться, и как бы, ну, мы не думаем, что это какая-то обязательная штука. Ну, в общем, наверное, нет, скорее. Если там у нас была бы нереально огромная карта, в которой там можно заблудиться, ну, наверное, тогда бы делали. Да. Так, жилет, чтобы не тонуть. Типа оранжевый такой. Я не знаю, жилет, чтобы не тонуть. Во-первых, почему вы тонете? Лодка, это называется ветка, да? Вот наша, похожа очень на каноэ. У коренных народов Америки, получается, похожая лодка была. Ну, вообще, такие лодки распространенные же, да. И мы на ней сами ездили, сами с нее стреляли. И, ну, я даже вот, когда сижу прямо, стреляю, надо удержать равновесие. Ну, если так стрелять, то, ну, все, это ГГ, ты как бы тонешь. Просто не надо стрелять вот таким образом. А жилет, чтобы не тонуть, не знаю, вы будете постоянно плавать, мерзнуть и как бы, ну, тоже что-то... Ну, тогда это будет выбивать. Они же будут тогда плавать по озеру. Да, просто игроки начнут заходить в воду, там, переплывать его, еще что-то. У нас персонаж будет замерзать. А если вы в реальной жизни в ледяную воду залезете в жилете и будете там плавать, ну, как бы, сорян, Титаник все смотрели, да? Вот, поэтому нет. Окей. Так, часы на руки. Часы на руки. Часы на руки. А тут, когда меню Escape Button, там же есть время. Там есть время, да. Ну, потому что, как бы, ну, фича прикольная, согласен, но нам придется кучу моделей переделать. Это и мы потратим... анимация, там, вот это все там, да? Но и мы потратим слишком много времени на... Лучше, ребята, ждите собаку. Лучше собака. Это будет намного важнее. Так. Возможность автобега. Нет. Нет, не будет. Потому что, опять же, вы просто будете бежать, пока не упретесь там и не утонете, скорее всего, опять. Садиться на корточки на постоянной основе. Сорян, но это же есть у нас. Есть, да. Буква С. Ну, Си. Разжигать костер где угодно, чтобы согреться. Не знаю. Мы над этим подумаем. Да, окей, мы подумаем, хорошо. Так, термос, чтобы греться, чайник в доме. Честно, мы над этим уже думали, тоже в прошлом. Даже какие-то наработки в этом направлении делали. Но, опять же, по приоритетности все-таки важнее вот собаку реализовать и так далее. И вообще, ребят, вы поймите, вот два человека сидят, которые игру создают. Мы не то, что небольшая там инди-студия, мы там крошечная студия, которая на энтузиазме это все делает. Мы не можем работать как крупные компании, где там по 400, по 500 человек сидят, и они там выкатывают обнову, да, все, что надо, не надо, добавляют. Поэтому мы постараемся то, что вот самое главное, вот так постепенно идти. Голод и жажда в тот же котел, я думаю. Да, голод и жажда тоже хотим, да, прикольно, да, интересно, мы бы сами делали это,
Но тоже может, попозже сделаем. Управление громкости звуков при подборе или в режиме пари резкие звуки. А это должно работать, по идее. Там же есть настройки эффектов. Я перепроверю. Ага. Еще хотели отдельно громкость музыки в меню регулировать. Все. Ага. Ну, окей. Да. Добавим задачи, сделаем. Так, возможность отключения комаров или покупка... Ну, отключение комаров, да, ребят. Это же так работает. Комаринка, да, мы уже сказали. Подсветка подстреленной дичи. Нет, ребят. Когда у нас появится собака, если вы все будете правильно делать, дрессировать ее и так далее, то она будет вам помогать. Совершенно верно. Это вообще важный навык. Запоминать, куда падает утка, понимать, там, плюхнулась она в воду, либо там в кусты куда-нибудь на землю, по звуку определять вот это. Это все вам пригодится на реальной охоте. И никто вам в реальной охоте подсвечивать утку не будет. Возможность строить, ремонтировать домики в лесу, чтобы было где остановиться. Это что у нас? Кстати, кто-то написал недавно в комментах, типа, похоже на The Forest. Типа вот, ну, игра наша. Да. С одной стороны, это комплимент для нас, Круто. я считаю, да, потому что The Forest это очень крутая игра, которую тоже сделали там пару человек. 4, да, их было, по-моему? Да, в начале 4 было. Ага. Вот, поэтому, да, круто, но как бы в The Forest мы не пойдем там, да, симулятор строителя, охотника и так далее. Наверное, нет, ребят. Ну да. Была идея когда-то делать что-то типа вот с коротка, но вот там из бревен, там, да, что-то такое тоже может потом, когда-то в будущем, что-то такое можно. Ну, я объясню так. У нас, у каждого проекта есть свои какие-то фишки, да. Например, в The Forest есть хорошо разрушаемый там лес, возможность строительства, и память, и ресурсы выделены под это. Но у них там слабый ИИ, птиц, зверей и так далее. Там есть и монстров достаточно хорошие, и, по крайней мере, в первой части. Вот. И ресурсы они распределили так. Поэтому мы распределили ресурсы в сторону там баллистики и искусственного интеллекта и так далее. Вот, поэтому полноценного там выживача, где вы там сможете снести весь лес. Это не survival симулятор, как бы, в конце концов. Такого не будет. Типа что-то там маленькое где-то, наверное, можно, но опять же. Так, обновить палку. Если утка упала в лед, из лодки нельзя кидать веревку. Так? Да, палка в лодке запрещена. На лед утка упала. Вообще, я помню, как... Ты доставал с лодки. Но палкой у меня не получилось. Я же потом вернулся, я закрепил эти вилы рыбацкие. Не рыбацкие вилы, как это? Ну, для сенокоса. Для сенокоса эти вилы закрепил и ими кое-как достал. Так что палка на льду не работает, проверено мною. Просто старайтесь на лед не ронять, я не знаю. Да. Можете рискнуть собственной жизнью, благо это игра. Мы так тоже иногда делаем, но не рекомендуем это. Да, я каждый раз проваливаюсь. Каждый раз. У меня ни разу, по-моему, не получалось залезть на лед, достать утку и сухим выйти. Я каждый раз проваливаюсь. Так, дальше что? Собирать разбросанные чучела палкой. Ну, оснастка же будет держать якорь. Вряд ли получится подтянуть. Ну, да, как бы. Ну, наверное, можно. Кстати, вот откуда появилась палка, да, в игре? Я так постоянно достаю уток, на самом деле. И у меня почему-то хорошо получается эту палку кидать. И расстояние, кстати, на которое кидает наш игрок, это примерно то же расстояние, на которое я кидаю. Обычно там вот мы заходим там на озеро, либо сидим, подстрелили уток, они падают, и потом пацаны сидят и ждут, пока я пахчу, короче. Я пойду за веревкой. Я найду палку. Да. Вот, ну, чучела палкой доставать, мне кажется, не получится, потому что грузики достаточно тяжелые. Если вот закинуть, ну, наверное, не получится, мне кажется. Протестим. Ну, давай. В следующей экспедиции. Окей, хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Так. Препарирование и хранение трофеев в хижине. Мы сами так, честно, никогда не делали, да, нет такой у нас привычки, моды, может, не знаю, может, в других регионах это, опять же, распространено, да, как-то. Ну, типа, вот как голову лося, там, да, что-то такое сделать. Ну, честно говоря, мы не знаем. Для нас когда такого звери еще как бы, ну, как будто, ладно, там, вы можете там редкого найти с большими рогами. Там, ну да, это, наверное, как-то солидно выглядит. Но так, если вы заходите в хижину, у вас там 10 чучел там уток, не знаю. Какое-то, да. Этого не будет, в общем. Добавление режима для дальтоников. Если есть такая проблема, напишите, пожалуйста, подробнее.
как мы можем улучшить эту игру. Вот, и мы постараемся с этим что-то сделать. Сохранение охоты, например, сходил во время сессии, поставил где-то, вышел из игры, зашел еще раз, а сетка все там же. Мы, в общем, эту штуку тестировали изначально, но, в общем, это приводило в тестовой группе ошибки с точки зрения игроков. Они ставили где-то чучела, напрочь забывали это место, потом утки слетались там, в итоге он как бы и там поставил чучела, и там, и сидит, ждет в итоге без уток. В общем, это шло в ущерб игре, и мы решили не внедрять эту технологию сохранения. Ты можешь, вот, грубо говоря, на одном озере поставил там кучу уток, потом там в другом. У нас же мир ломается тогда из-за этого, да. Ну и ты забываешь, что ты как. Поэтому, сорян, нет, ребят. И, большинство проголосовало, чтобы они возвращались именно в рюкзак, и вот, мы действовали именно по фокус-группе, так скажем. Так. Уход за оружием, чистка. Это интересно. Так, я думаю, в будущем можно что-нибудь сделать. Но у нас как бы, в принципе, ты помнишь, где это впервые появилось? В какой игре? На твоей памяти. Far Cry же второй. Ну да. Да? Да. Там же такое было. Если ты не чистишь, она там клинит и все такое. Да? Машину еще там чинишь. Но в целом это была интересная механика на тот момент. Мне это прикольно было. Подумаем, интересно. Бинокль с зумом. А есть такие бинокли с зумом вообще в реальности? Это как будто породил... Скорее, это цифровые, да, бинокли. Ну и вообще в играх, вот, допустим, я на днях играл в этот Sniper Elite, получается, да? 4-я или 5-я часть. И это, про какой там 45-й же год, 44-й. И он там типа зумит на там, я не знаю, дофига метров. И я такой думаю, а как это? Понятно, что игры какие-то, наверное, к этому людей уже приучили, да? Что есть такие бинокли и так далее. Но вот те бинокли, с которыми мы ездим на охоту, они не зумят. Они только фокусировку меняют как бы на ближнюю, на дальнюю. Типа в будущем у нас какие-то другие бинокли появятся, но чтобы они зумили, наверное, нет. Да, возможно, где-то будет чуть лучше зум, где-то там светопропускная способность, там лучше видно в темноте. Что-нибудь такое. А зума нет, не будет. Новые лодки, новые ружья, новые сетки. Все это будет. Вот. И последняя готовка блюда, которое может давать бафы. Так прикольно, да, что типа, много из того, что вы пишете, это есть в таких вот играх, типа выживачах, да, типа survival, там все такое. На самом деле, там, если ты поешь, это же тебе бафы не даст никаких. Это ты не знаешь, что это лучше стрелять, ты просто как бы утолишь свой голод. Тоже вот термос, еда и так далее. В целом, да, интересно, это может как-то время, да, там, скоротать, помочь игроку, там еще что-то, да. Кофе там, типа, забодрить, стамину повысить, да, что-нибудь такое может быть. Не знаю, на меня кофе не действует, допустим, сколько я бы не выпил, как мне кажется. На меня сильно действует прям. Мне просто вкус нравится кофе. Нет такого, что я кофе выпил, там, капец, я бодрый стал, нет? Это, не знаю, на разных людей по-разному, мне кажется. Подумаем. Окей. В принципе, такое вот интересные вопросы у нас закончились. И мы переходим к тому, что мы хотим сами задать вам какие-то вопросы. Да. Пожалуйста, отвечайте в комментариях под видео, либо там в Дискорде тоже можете писать на это. Да. Кстати, в прошлом году мы сказали, сделаем голосование и забыли, потому что ролик уже вышел, когда я в деревне был. Вот, и мы не успели сделать. В этом году сразу появится голосовалка, как только выйдет этот ролик. Да. Сразу в Дискорде появится ссылка на голосование. Ссылкой на Google форум, получается. Итак, первый вопрос у нас. Откуда вы? Вообще, с какого вы региона? Неважно, вы можете в той же стране находиться, что и мы, да? Напишите, с какого вы города, там, охотник вы настоящий или нет. Потому что мы смотрим, наша аудитория, она супер разная. Помимо того, что это люди из разных стран, да, по всему миру, оказывается, это люди еще
разные в плане, кто-то из них охотник реальный, да, то есть он охотится всю жизнь там и так далее. А кто-то вообще ни разу не охотился, ему просто понравился наш ролик, сама идея, кто-то рассказал и так далее. И он через нашу игру знакомится с миром охоты вообще. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, нам было бы очень интересно узнать, откуда вы. А ты за пределы России когда-нибудь ездил? Нет же, да? Нет. Ладно. Ну да. Но не особо. Ладно, окей. Вот, я побывал в разных странах, не по всему миру, но, в принципе, полетал, да. В разных континентах. В разных континентах, на разных языках, да. Вот, мне было бы интересно, откуда вы. Вот. Согласен. Второй вопрос от нас. Это то, что вы говорили, там, покупки внутри игры, да? Люди хотят там за реальные деньги получить какую-то штуку. Вот. И мы подумали, мы не хотим это вводить, но, возможно, было бы уместно добавить какое-то премиум издание, которое будет стоить там чуть дороже, чем наша основная игра, но оно будет в себя включать на старте большее количество денег. Валюты, ирса. Да, вот получается у вас денег больше, репутация выше, там, может какой-то у вас есть уникальный предмет, скажем, да, там, может, куртка какая-то, да, там есть, там, я не знаю, что-то оружие. Такое. Да, оружие какое-то, может, отдельно под это разработаем. Вот, потому что, ты покупал хоть раз премиум издание какой-нибудь игры? У меня негативный опыт игры в премиум издании. Я покупал игру одну, где надо бегать по острову, стрелять в сектантов. Okay. Вот. И купил премиум издание, потому что на нее была скидка. В ней выдали мне золотой калашников, выдали самолет, лодку. И я всю игру просто пробегал с этим оружием. То есть не было никакой прогрессии. То есть она слишком хорошая была, не получается? Да, все. И мы игру прошли так в кооперативе, но на ровном фоне. То есть эмоционально она как-то ничего, чувство прогрессии, достижения она не давала. Значит, это слишком хорошее оружие было, условно, да. А у меня, наоборот, позитивный опыт, потому что я покупал пару раз премиум издания, которые давали там на старте хороший баф, То есть предмет был классный, он и красивый был, уникальный. Вот. И потом я его сменил на что-то там получше, И, в принципе, я доплатил не так, чтобы сильно много, но было прикольно. Поэтому мы хотели бы у вас спросить, надо ли это добавлять. Если надо, и вы проголосуете за это, там, большинство голосов, мы подумаем, как это уже реализовать и что туда добавить, соответственно. Просто понятно, почему вы просите это. Там есть люди, у которых там не так много времени, да, он там заходит на час после работы поиграть в игру, да, и для кого-то может показаться она слишком тяжелой, чтобы там посвятить много времени, вникнуть в все механики и так далее. Поэтому для хорошего старта мы можем это сделать. В голосовалку также добавим форму, где вы сможете, наверное, написать, что именно должно входить в премиум издание. Да. Потому что там, с одной стороны, там не хочется обидеть у кого там обычное издание, да, и с другой стороны, я не хочу, чтобы там все покупали именно премиум издание. Потому что, мне кажется, это ломает именно прогрессию в игре, естественную. Чтобы все не покупали, надо супер дорогим сделать. Может, так надо сбалансировать, я не знаю. Да. А потом они говорят, я ж купил, где мой золотой МР? Где мой золотой лук? Да. Короче, пишите да, нет. И если да, то что должно туда входить? Мы посмотрим, решим. Так, следующий наш вопрос к вам – это штрафы за баллистику. Да, в новом обновлении появилась новая баллистика. Вы знаете, то, что есть новые дульные сужения, которые меняют кучность оружия. И также появились новые дроби. Первое изменение, которое мы хотим внести, это расчет по джоулям. Сейчас у нас повреждение рассчитывается по, так скажем, скорости, потому что вес дроби, он являлся константой. Вот, а сейчас это динамическая переменная, то есть чем мельче дробь, тем меньше ее масса. Вот, поэтому масса будет существенную роль в этом всем играть. И мы подумали, если вы стреляете в утку слишком близкого дистанции, и, например, в пятерке их аж 200 штук, да, и... в реальной жизни вы пробовали так делать? Условно, разные ситуации бывают. Там резко выскочил, там, или подранок какой-то. Да, когда выныривает основном. Да, такое то происходит. Если с близкой дистанции вы выстрелите в утку, то, очевидно, она получит слишком, скажем так, большие повреждения, да? И наказание, то, что ты
когда ее ешь, ты просто выковыриваешь эти дробины, как бы, а в игре за это как будто наказания никакого нет. Да, и вот недавно я смотрел стрим, кстати, одного этого стримера, он, по-моему, бразилец, и он выстрелил в утку с достаточно близкого расстояния, и там кто-то написал в комментариях, типа, ну, ее бы разорвало. Типа, как она? Типа, он ее достает там, и у нас статистика же выходит, сколько там, очень много дробей в нее попало, условно. Вот, поэтому тоже мы в форму нашу добавим такой вопрос, нужно ли за это вводить штраф какой-то. Это будет как происходить? Мы немножко поднимем награду за текущую, за обычную добычу, скажем, да, вот, и сильно понизим за большое количество дробей. Да. И использование неправильного номера дроби. Я думаю, что если там нулевкой рябчикой стрелять, условно, когда она появится, это тоже, не Но тоже, хорошо. если в реальной жизни выстрелить крупной дробью в маленькую птичку, тогда... Да. У меня был такой негативный опыт уже. Я случайно перепутал и вставил не тот патрон. Я помню. И там были очень большие отверстия утки. И мы такую утку просто обычно съедаем на месте, где охотимся. Просто ее просто нести как-то позорно. Так, и последнее. Это мы хотим с вами вот с нашим совсем комьюнити по всему миру взаимодействовать, общаться. Мы хотим, чтобы вы делились своим опытом не только игровым, но и реальным в своей охоте. Да, у нас есть канал в Дискорде, но мы хотим, чтобы у нас было больше добровольных исследователей. Мы их так называем. Это люди, которые помогают нам собирать какие-то материалы, фотографии, размеры, вес, получается, птиц, на которых они охотятся, и отправляли. Мы также добавим эту, получается, ссылку на эту форму в нашем Дискорде, где вы сможете зайти и, получается, закидывать туда фотографии и так далее. Показания, скажем, с ваших охот. Это нам поможет в будущем для создания контента. В целом, вы можете присоединиться к нашей группе экспедиции, да, тоже стать исследователем. И важно собирать статистику с разных регионов, потому что мы очень ограничены территориально и собираем данные здесь. И зачастую там данные, которые мы находим в изданиях, в интернете, они там могут сильно отличаться от наших. Сильно очень. Но, к примеру, самая жирная кряква осенью, которую мы добывали, она там меньше килограмма была, хотя там пишут больше килограмма, что такие есть. Вот. И она там, по-моему, весила где-то 700 грамм, что ли. Совсем мало, в общем. И это простой пример. Мы форму в ВК добавляли. Там, по-моему, 3 активных человека, которые, кстати, помогают. Им большое спасибо, на самом деле. А парень, кстати, прислал еще свои записи уток. Тоже интересно, я послушал. Но двигается в правильном направлении. Я написал ему рекомендации, как улучшить качество звука при записи и так далее. Но круто то, что есть энтузиасты. И в целом это бы еще и нас немножко разгрузило, потому что когда мы едем в экспедиции, это и большой плюс игры, и большой в том числе и минус, потому что мы сами разработчики, и если мы в экспедиции, игра, она стоит на месте, поэтому май, с августа по сентябрь, там работа практически стоит, с точки зрения игры. Но если мы не будем ездить в экспедиции, вы тоже во многом игра потеряет, потому что все-таки именно там рождаются самые классные идеи, ощущения и все остальное. Да, хотелось бы сказать, раньше мы ездили на охоту, такие, наконец-то едем на охоту, а сейчас мы едем, и там приходится работать. То есть у нас там вся поездка расписана по дням. В первый день надо это, во второй это и так далее. И каждый день я уже такой, я же хочу просто охотиться, наслаждаться. А вместо этого сидишь там, микрофон ставишь, там, снимаешь еще что-то там. Да. И еще же у нас такое, надо какую-то определенную особь добыть, там, скажем, крякву съесть, там, еще кого-то, да. И ты сидишь там, ждешь только их, условно, черки сели, ты не стреляешь. Ждешь, пока там связь прилетит. Такой момент тоже есть. Или наоборот, ты не стреляешь, потому что надо записать звуки и так далее. И мы упускаем очень интересных моментов, ради которого мы ездим на охоту, отдохнуть, получить какие-то впечатления и так далее, накормить своих близких уткой свежей. В общем, как-то так. Так что дерзайте, пробуйте, это не страшно, если там где-то ошибетесь, не так сфотографируете. Главное, это чем больше статистика, тем точнее это все будет происходить в игре. Мы все это будем собирать, сортировать и все такое. Что-то из этого явно нам пригодится 100%.
У нас, в принципе, вопросы вот закончились, да. Наверное, что хотелось бы в конце сказать. Это, ну, как мы говорили уже, мы очень рады, что игра вам понравилась. Мы хотим вас попросить, наверное, чтобы вы писали больше отзывов на площадках все-таки об игре. Ну, там, хороших, нехороших, на ваше усмотрение, да, кому что понравилось, нет. Мы читаем все отзывы, все принимаем во внимание. И это очень сильно поможет продвижению нашей игры. Чем больше вы будете писать отзывов, тем выше игра у нас будет, получается. Больше людей ее купят. Рассказывайте о ней, пожалуйста, своим друзьям, людям, которым может это быть интересно. Вот. Развитие проекта напрямую зависит от продаж. Чем больше будет продаж, тем как бы лучше будет наш проект развиваться. Мы хотим над этим проектом работать еще как бы много лет, хотим его поддерживать, выпускать классные дополнения. Вот. Хотелось бы, чтобы на этом все не закончилось, да, как бы у нас нет такого, планов много на самом деле еще, что можно добавить в игру, что можно вам показать. Да даже вот этот ролик, я вот думал, сидел снимать, не снимать, потому что там под прошлым не так много было комментариев, я думал, никто не ждет. А потом, когда вот Новый год прошел, ролик не вышел, и куча людей начала писать, где ролик. Я такой, ну ладно, раз хотите, запишем. Ну да, ну и сейчас тем более вас больше стало, как бы со всего мира люди. Я надеюсь, эти субтитры ютубовские нормально у вас будут работать, и вы поймете, что мы с этим говорили, в принципе. Да. Ну, у нас работают, по крайней мере, да? Да, да. В целом, ну, немножко, может, там где-то коряво, но в целом мы понимаем, о чем вы говорите. Вот. Ну и что? Да, пишите отзывы. Я, честно говоря, вот бывают такие тяжелые моменты, когда мы с какой-то проблемой боремся, и ничего не получается, и ты заходишь читать отзывы и понимаешь, что ну, людям все это важно, все важно то, что мы делаем, и это в какой-то момент становится там, переломным, мотивирующим моментом, что мы взяли и преодолели какой-то этап в этой игре. Вот. Так что всем удачной охоты, наслаждайтесь игрой, спасибо, что вы играете, что вы с нами. Вот. Всем спасибо, пока. Пока.